свеженький автомобильчик у нас снова на канале. Я знаю, такие ролики хорошо смотрятся, тем более после того, как мы прокатились на свежей Королле, интерес прямо возбудили, даже не только у зрителей, еще и у меня. Поэтому у нас сегодня свежий Лиф, да, второе поколение, то самое, которое перевернуло, как многие говорят, вот эти всякие модные автожурналисты, весь автомобильный мир. Все же как воспринимали раньше Nissan Leaf, это чисто городской автомобиль, то есть электричка только для города, слишком у нее маленький запас хода, батарейка быстро разряжалась, зимой там 50 километров максимум и до свидания, ставься опять на розетку. И, наконец, появилось второе поколение в 2017 году, где этот самый главный недостаток Лифа исчез. Его уже достаточно почти до 300 километров пробега. То есть, в принципе, Иркутск-Ангарск, да, вот у нас 40 километров расстояния, можно ездить на работу смело. Большая мощность, большая динамика, большая емкость батареи и самое мое любимое, наконец-то нормальный внешний вид. Внешность переработали, она теперь реально в разы эффектнее, особенно если у вас хорошая комплектация, вот, кстати, как у нас. То есть теперь автомобиль мне нравится. Ну, бесспорно, лучше, да, стал выглядеть однозначно. У нас еще жирная версия, это Аутек. Так что вот такой бампер, диодные вот эти вот туманочки, вообще колеса те же. Это характеристики хорошей версии. Так что, сами понимаете, по сравнению с предыдущим поколением, это прям скачок, даже не шаг вперед, а прям скачок вперед. Но у первого поколения есть свой плюс, он весит полегче. То есть у него там двери алюминиевые и прочее. Я знаю, что это очень распространенная сейчас тема. Во Владивостоке берут агрегаты от второго поколения Лифа, засовывают в первое поколение Лифа и получают очень быстрые тачки там с разгоном, ну, что-нибудь типа 6 секунд, знаете, до сотки. Ну, то есть прям нормально так. Это поколение, оно все-таки от 1,5 тонн, тонн на 560 весом. Ну, понимаете, да, электрички никогда легкими машинами не бывают. Но благодаря тому, что у нас, как известно, крутящий момент сразу же, крутящего момента до одури, соответственно, хороший такой пинок под зад получаешь, когда едешь. У нас электричество недорогое в Иркутской области, поэтому Лифы популярны вполне себе. Даже несмотря на то, что они очень весомо стоят. Основной особенностью покупки Лифа во втором поколении является то, что теперь недостаточно посмотреть на приборочку, чтобы понять, какой у нее еще остался ресурс батареи. Раньше у первого поколения там эти палочки рисовались. И, между прочим, не каждый аукцион фотографировал приборку. Например, такие вот аукционы, как известные UCC, ладно, UCC, который многие говорят, что он самый стрёмный, да, он никогда не фотографировал приборки. И, соответственно, каждый раз вы, покупая, ну, не факт был, что вы купите с заявленным ресурсом батареи машину. У Лифов второго поколения на приборке вообще ничего такого не показано. И, соответственно, всякий раз, когда вы его покупаете на аукционе, вы не можете хотя бы косвенно знать, какой остался ресурс батареи. Здесь можно только приблизительно ориентироваться на пробег машины. Но и опять же, и знание пробега машины тоже не гарантирует вам высокий ресурс батареи, потому что может быть машина с большим пробегом, но и с большим ресурсом батареи, потому что батарея, по сути, теряет свой ресурс, во-первых, от циклов заряда-разряда, а во-вторых, из-за эксплуатационных особенностей. В отличие от китайских и от корейских электрокаров, в Лифах нету терморегуляции батареи, она не охлаждается, не подогревается и, соответственно, быстрее намного теряет свой ресурс. Цена Лифа в подобном поколении начинается от 720 тысяч рублей и заканчивается 1 800 000 – 1 900 000 за жирные комплектации. Такие прям мечта. Конечно же, это все уже с учетом комиссии и доставки во Владивосток. Ну, потом еще надо будет до вашего города привезти, соответственно. Конечно, сейчас с ними стало маленько посложнее, да, нету таких беспошлинных поставок, как это было раньше, но тем не менее можно очень неплохо, выгодно и надежно приобрести Лифа во втором поколении, если знать, к кому обращаться.
Красиво же? Прям-таки ГТРовский руль. Ну, что скажете? По-моему, очень неплохо. Тихо, тихо, не бухти. Коничева это очень хорошо, но пока что не твоя очередь разговаривать. Механический спидометр, да, то есть аналоговый, так скажем, и в то же время электронный вот этот экран, который нам показывает и режимы, и запас батареи, и вот это, ну, в общем, все, что можно электронно показать. Причем, кстати, вот здесь вот видите, вот по центру сразу есть вот эта надпись, она означает то, что здесь классная новая функция в машине, так называемая Е-педаль. Это я не матерюсь, она реально так называется. Е-педаль. То есть это как бы функция управления машиной одной педалью. То есть ты нажимаешь на газ, машина ускоряется, отпускаешь газ, она прям ощутимо, прям практически резко тормозит. Один из тех ярких примеров, когда Nissan сделал неплохой салон, даже для машины не премиального уровня. Вот. То есть мягкий пластик с хорошим тиснением под кожу, непосредственно кожаные вставки, кожаный руль, вставочки под дерево, причем солидного, нормального цвета, никакой там желтого оттенка какого-нибудь дурацкого нету. Хромированные детальки, я люблю, чтобы были хромированные детальки, а не какие-нибудь из такой вот трескающейся стрёмной серебрянки, которая облезает постоянно. Даже вот ручки на дверях в таком приятном хроме. Подогревы сидений есть и спереди, и сзади. Это прям очень хорошо. То есть, понимаете, ну не будет вам холодно. Вот вы вечно вот так боитесь этих электричек. Даже в Сибири не будет вам холодно. Мне достаточно было ее просто включить, а у меня уже дует теплом. Дует теплом. Мы, в принципе, по трассе ехали, ну совершенно не мерзли, понимаете? Не нужно нам никакую вебасту в нее ставить, чтобы в ней было тепло. Вон, пожалуйста, видите, сколько сейчас? Минус 18 градусов на улице. Ну, понимаете, да? То есть тоже, знаете ли, не плюс 5 даже. Дует-то очень хорошо. Как известно, в лифах нету, по сути, коробки передач. Здесь редуктор. И вот этот вот рычажочек управления редуктором, он реально джойстик. Он классный, маленький, аккуратный, не мешает абсолютно ничему. То есть вот это вот все, вот здесь вот лазить, шевелить. Те же вот элементарно подстаканники удобно использовать. То есть никакой рычаг тебе здесь не мешается. Электроручник. Ну, естественно, вы же не ожидали, что здесь будет такой ручник. Бардачок в подлокотнике. Вот у него, знаете, вот у него, конечно, вот есть вот этот непонятный минус, что они вот его сделали с каким-то срезанным углом. Причем непонятно зачем. Здесь же нет ничего, здесь никакой кнопки, ничего не размещено. Могла бы здесь быть и... Типа хочешь сказать, что сюда локоть пассажира кладет? Линия вот прямо от сидения. Ага, то есть, значит, водитель будет сидеть вот так, а пассажир вот так, что ли, да? Бардачок достаточно эпичных размеров, смотрите. Опа! Причем с плавным открытием, гляньте. У него, конечно, внутри просто пластик, да, нет никаких отделок, там, шумопоглощающих накладок, но, тем не менее. Про мультимедиа важно сказать, что благодаря тому, что существуют европейские версии, американские версии, англификация хотя бы всех мультимедиа-систем спокойно возможна. Забавно, что вот вроде бы середина 2020-х годов, но у нас в мультимедиа диски подразумевается, да? Хорошо, хоть теперь у них есть щелочка под SD-карточку теперь есть. Специально вывел вот эту часть экрана на вот подобный режим, то есть у нас есть функция, во-первых, автоматической парковки, а во-вторых, есть камеру кругового обзора. Мы дожили до момента, когда вот подобные вещи стали обыкновенными в обыкновенной машине, которую люди покупают, чтобы ездить каждый день. О, пожалуйста, типа вот он здесь показывает, можно припарковаться. Я не рискну, ни за что. Как по мне, в наших российских условиях, когда все в снегу, в буераках, в каких-то там кусках льда вокруг, это на самом деле небезопасно, знаете. Ярче, темнее, господи, могу сделать. Ну, кому это надо? Ну, вот большая часть функций используется людьми никогда. Ну и, конечно же, я упомяну, что в машине много подушек безопасности, их минимум 6. То есть все очень даже неплохо. И она, впрочем, как и первое поколение тоже было, активно напичкана системами стабилизации и вот эти вот все вот эти штуки электронные, которые все сейчас так ценят. Тем более, что машина очень даже шустрая для подобного уровня, да? Электроразгон. Мне вот это всегда нравилось. Во-первых, бесшумно, а во-вторых, вот просто пух, тачка вот ехала. Смотрите, я вот
У меня еще режим Б включен с максимальной рекуперацией, да. То есть Козявки. Козявки, ничего страшного. Козявки это дело житейское, нечего. То есть я сейчас вот ее приторможу прям почти до 20 км в час. Мне хочется именно сходу почувствовать это ощущение. Смотрите. Да я уверен, вам даже было видно вот это, как стабилизатор качнуло. Ощущение примерно похожее, как когда мы снимали гибридный Lexus. Ну там, понимаете, там 300 с лишним лошадей, 300, блин. А здесь даже в самой максимальной версии, с самым мощным мотором и самой емкой батарейкой, здесь будет соответствовать мощность, там, по-моему, 210-218 лошадиных сил. Знаю, конечно же, кто-то мне скажет, так вот, в этом-то и недостаток, нету кайфового звука там какого-нибудь турбомотора V8 или еще что-нибудь. Ну, просто машины разные, да, для разных людей. Кому-то нравится это, кому-то то. А мне нравится, когда ты едешь, вроде бы на обыкновенной маленькой машинке, да, то есть она такая обыкновенная небольшая машина. Она построена на той же базе, что, например, Тиида или Nissan Note тот же, да. То есть это вот примерно одна и та же база машины. И никто не ожидает, что вдруг ты, как из пушки, выстрелишь вперед. Сзади, конечно, неплохо в целом. Нету вот, жалко, подлокотничка никакого здесь выкладного, но это потому что спинки складываются. Эти сидушечки никуда не деваются, не складываются. То есть, соответственно, если я его вот так вот сложу, сами понимаете, здесь будет вот подобного рода система. Ну, то есть вот их две половинки. Это, конечно, увеличивает нам в некотором смысле багажник, но он не делает его плоскопольным таким. Ну, Nissan, не Honda, это у Honda обычно мощные такие были трансформации. Здесь хочу отметить, что очень большой бугор вот здесь вот между сиденьями. То есть как будто мы сидим в заднеприводной машине с большим карданом, блин, под который надо хороший такой тоннель, да, сделать снизу. Ну, то есть втроем здесь сидеть будет не очень комфортно. Сами понимаете, у тебя между ног такая херотушка. Вот даже вот я, смотрите, я вот сел. Двум-то людям будет не особенно, вот особенно со мной это сидеть вообще будет не особенно комфортно. Прикольно, что подогрев сидений задних они сделали одной кнопкой. Ну, типа одна кнопка на все сиденья, не разделили на две половинки. И не где-то на дверях, она на переднем сиденье сделана. Но хотя бы, вот это я важно скажу, здесь кнопки подогрева сидений не просто вкл-выкл, а есть сильно греть и low, слабенько греть, high, low. Ну, то есть классно. Вот это на самом деле, вот вы думаете, что это не важно, а это на самом деле важно, потому что иной раз, где в машинах, где только вкл-выкл, ты такой включил, что-то жопе уже как-то горячо, а послабее это сделать нельзя. Здесь еще от краев, вот этих краев, еще до дна багажника аж 21 сантиметр еще есть. То есть такой багажник внизу, в ямке. В принципе, он не сильно широкий. Потому что у нас вот здесь вот ровно метр. Получается, вот сюда арки выходят. Получается ровно метр. Справа есть небольшой кармашек с сеточками. Но это, сами понимаете, это опционально. И до задних сидений тоже немного. Знаете, всего лишь 80 сантиметров. Вполне себе сойдет. Не сказать, что у аналогичного класса машин багажники сильно больше. Ну, по крайней мере, можно сложить второй ряд сидений. Мы не получаем, естественно, плоского пола. Но тогда расстояние до переднего ряда сидений получится 1,70 м. Ну, то есть жить можно вполне себе. Ниша под различное хламье типа ремонтного добора присутствует. Никакого, соответственно, подполья нет. То есть здесь просто крышка. Все. Здесь просто дно. Здесь просто пол в ковролине. Естественно, это все-таки не универсал, а городской хэтчбэк. Что еще от него надо? Подсветочка вот есть. Во втором поколении у этой машины еще ниже сделали центр тяжести, она очень устойчивая ощущается. Ее еще сильнее напичкали электронными системами, она у меня чувствует и боковой интервал, и разметку, и все что угодно. Я почитал там какие-то тоже отзывы, там обзорчики, и там говорили, что он едет чуть-чуть только помедленнее, чем Nissan Note E-Power. Nissan Note E-Power мы снимали, у него разгон в районе 8 секунд. Ну, то есть, не так, что и быстро, не так, что и медленно, да, в целом.
вполне впечатляющий, особенно если учесть, что резина так себе, зима, далеко не сухой асфальт, он реально шлифует на старте, мне кажется, неплохо, да? Да, такой прыти точно никто не ожидает. Чувствую здесь именно дух настоящего Ниссана, без всякой примеси Рено. Понимаете? Мне еще нравится, что кроме экономичности в плане бензина, машина еще и экономична в плане общего обслуживания технической части, да, то есть у нас нет ремней, масел, ну вообще прочих всяких жидкостей, там, то есть, ну прикольно, ну разве что вот тормозная жидкость, конечно же, есть. По факту обслуживание машины выливается только в ремонт подвески. Ну, как и частенько это бывает у Ниссанов, она не особенно живучая, но, тем не менее, есть информация, что она практически полностью идентична подвеске от Nissan Juke. То есть тоже такая вполне жестенькая, кстати, машина, не мягкий диван. Есть, конечно, там и оригинальные запчасти, кто-то умудряется, как типа команда Дрома, потратить 50 тысяч на ремонт подвески, с учетом того, что они каждый амортизатор покупали что-то по 13 тысяч. Ну, естественно, они не 13 тысяч стоят, естественно, они есть и дешевле. В качестве концовки хочу сказать, что мне тачка нравится, но все-таки 1 800 000, вот, наверное, многовато. Это уже какие-то, знаете, уже какие-то великоватые цифры. За эту сумму существует много машин поинтереснее, но не электрички. Но, тем не менее, вполне видно, за что ты эти деньги платишь. То есть за оснащение, за динамику, за экономичность, ну как бы да. Подписывайтесь на канал, делайте репосты в соцсети, все ссылки есть в описании и в шапке канала. А также посещайте мои прямые эфиры, там можете за донатик задавать любые вопросы касательно автомобилей. Всем пока!